Тушенка хоть сам ешь. Срок годности у нее вышел уже. Приходится собакам варить. Вот настолько пришлось укорачивать стойки нар. Избушка проседает. Одна сторона нар к стенке прикреплена, а вторая на стойках, на чурках. И поэтому их корежит. Пришлось укорачивать. За 15 лет просела насколько избушка. Насадил дома новый топор 88-го года. Еще советский. А старый сломался. Топорище отломилось. Но он вообще какого года? 65-й год. Да это несъедобно. Нюхает. Там еда им варится. Они уже изнемогают. Навес для собак сделал небольшой. Хотел будку, но получилось навес. Больше похоже. Заодно на навес перенес. Ящик для хранения продуктов. Сейчас вот надо будет забрать кое-что здесь. В следующую избушку поеду сейчас. Вот. Там дрова дальше уберутся, продолжится навес. И дрова, наверное, будут теперь вот здесь храниться. С этой стороны двери. Вот дверь. С этой стороны будут дрова. Здесь продолжатся доски, чтобы снег с дождем не попадали сюда. На это все уберется. Здесь будут чисто дрова. Вырез пришлось здесь сделать. Ручка двери не угадала. Билась об навес. Чтобы ее не поломала. Она же здесь пластмассовая. Поломает, и она вообще выскочит. Глухари, видимо, наследили здесь. На дорогу выходят. Собаки не втят. Понять не могут, где глухари. Вот. Мишка побывал. Вот. Лакомился на побойке.
А, так это он тут захоронку сделал. А где рога? Вместе с рогами закопал. В общем, хотел рога забрать. А тут уже такой слой земли насыпан на побойке, что я что-то нет желания у меня все это раскапывать. Закопал тут медведь все капитально. Иду вот, тропу медведь аж набил. К побойке ходил со стороны леса. Там вот граница леса уже. А побойка на лесосейке на старой. Прямо видно, как тропа набитая. Я вообще пришел за рогами. Но рогов я что-то не вижу там. Они же объемные. Их бы хорошо было видно. Может, он голову утащил куда-то в сторону. Голодал. Сейчас я схожу, посмотрю, куда тропа идет. Что-то еще нашла. Попряталась, дать по кустам. Медведь. А, вот она, челюсть. А где рога? Глухарь там сидит, скиркает, кряхтит на собаку. Пойду туда. Вот он сидит. Он далековато. Пулька его потеряла из виду. Хотя он сидел, кряхтел, надо было возле него сидеть и облаивать, а она давай круги описывать. Теперь она где-то сзади меня, а он впереди меня сидит. И не подойти. Сосняк, место открытое. Собака не лает. Он сразу меня приметит. Молоденький. Похоже, что молодой. Просмотрел. Смотрел, так и не увидел. Так, короче, одного спугнули, второго спугнули. День неудачный.
В избушку пришел. Вот. Избушка, вот она, метка. Собаки уже мчались за 780 метров по путику. И вот уже возвращается 520 метров. Стоит. Вот черный квадратик мигает вокруг головы. Остановились. Все, уже обратно бегут. 410 метров. Да будет свет. Пока печка топится, надо успевать собакам сварить и себе сварить. Но и так уже подбрасывать приходится. Сейчас вот надо уже дров подкинуть. Но, конечно, дров не жалко. Дрова в лесу есть. Возле избушки. Но лишняя работа, она всегда лишняя. Хреновые охотники варят суп с тушенкой, когда ничего не могут добыть.
Сегодня день неудачный. 2 глухаря улетело. А рябчиков уже третий год нет. Раньше проблем не было. Рябчики всегда были. А сейчас чаще с тушенкой приходится варить. Но глухарь, когда попадается, того-то уже надолго хватает. Второй полуторник уже занес. Первый полуторник разошелся. Собакам, себе, суп, чайник и полный умывальник. Вот сейчас остатки слил с первого ведра в умывальник. Но пришлось за вторым идти ведром. Не знаю, вот некоторых смотрю на ютубе с одним котелочком или чайником за водой ходят. А потом получается даже руки нечем сполоснуть. Не говоря уж про остальное. Пошел по путику пропиливать. Вот. Собаки куда-то исчезли. Посмотрел. Вот они. Прямиком на побойку ушли. Вот побойка. Вот я. Фиолетовая точка. Там вот избушка. Они прямиком сюда ушли. И что-то в распадок ушли. Вот он, распадок идет. Светлый на карте. А тут вот вчера глухарей гоняли. Вот они, наверное, пулька, наверное, побежала там проверять глухарей. Гору вывалило после пожара. Вот сколько тут лишайника на ветках, на мертвых деревьях. Вот тут вот лишайником лоси кормятся. Вот тут поистоптали вот в этом месте. Вот они, вот этот лишайник, бородач. И едят. И олени тоже едят его. Вот такой вот лишайник. Ну а я продолжаю пилиться. Вот сейчас возле этого места, где лоси топтались. Очередная вот такая валежина. А там дальше, вон там, вот еще сколько работы ближайшей.
Дурнинушка. Погода дурит. Ветер снег пробрасывает. Лоси вот так вот обгрызли осину. Свежие погрызы. Собаки подтянулись. Фокус не удался. В другую сторону пошла. Вообще не в ту. И ни в одну, ни в другую, а в третью. Специальный футлярчик такой вот нашел. Как раз коробок спичек влазит. Еще дополнительно в пакете в целлофановом. И всегда лежит в рюкзаке. Сейчас немного обсохну и в обратный путь. Дерево пришлось сухое свалить, чтобы достать сухие ветки. Иначе снизу было мало сухих веток, а сухие деревья все равно их валит потом. Тут даже сырых много сваленных. Ветровалами тут после пожара деревья валит. Вот 3800 еще обратно идти. Я хотел еще кружок небольшой сделать, глухарей посмотреть на другой стороне ручья, но уже по времени не успеваю. Сейчас только обратно до избушки, до темноты. Рекомендую вот такую сумку, кстати. Сюда влазит. Это у меня приемник, система слежения за собаками, GoPro-шка. И основная камера у меня здесь же, которая сейчас снимает. Все это влазит вот сюда вот. Здесь вот мелочевка. 3 кармашка под мелочевку. Здесь еще внутренний карман большой. Там у меня светофильтры лежат, которыми я редко пользуюсь для видеокамеры. Но здесь тоже для видео в основном. Там всякие эти. Тряпочка там такой вот. Стекла протирать. Тоже фильтры какие-то. Ну, вместимые. Эти запасные батарейки для GoPro-шки, для камеры. И она удобно сидит.
Не нагибаешься, когда вот так вот она никуда не шевелится. Вообще сумка для пистолета. Я ее с Алиэкспресс выписывал. Ссылку в описании я дам. Ну, что-то недорого стоит, в пределах 1000, по-моему. Если не ошибаюсь, я уж не помню. Но выручает здорово. Так вот куда это все девать? Вот в эту сумку все раз. Потом в избушку приходишь и снял. Снимается, правда, не очень. Обязательно шапка слетает. И впритык она только-только слазит. Yeah. На. Пила-то вон боевая. Уже рукоятка была ломаная. Шину наложили. Но вот это, кстати, германская еще пила. Немецкая пила еще 2009 года. 9 или 8 года выпуска. Нет, в 8 году. В 8 году я уже с ней избушку строил, по-моему. Вот эту старую, которую в 8 году уже построил. И вот до сих пор она живая. Она и в лесосеке уже поработала. И сколько я? 4 избушки построил. 3 избушки и 1 баню в лесу. Путиков сколько пропилил, дров заготовил. И на лесосеке она еще поработала. Короче, ну уже компрессии нет, чувствуется. Уже не тянет так. Когда чуть-чуть нажмешь на бревно, уже все, уже тухнет. Но живая. До сих пор живая. Старушка. Что значит качество немецкое? Ну, все. Костер тушить не надо. В это время года уже 16 октября. В это время даже захочешь, не разожгешь смаху. Уже все сыро. Все, пойдем. Странно. Закат уже, а отблески заката на востоке в тучах отражаются. А вот там на западе тучи, солнца не видать. Заряд какой снега лупанул, аж потемнело. Вот это охота, вот это я понимаю. Промок насквозь, пришел в избушку, печку затопил. И это называется кайф. После такого дня прийти в избушку,
натопить, чтобы было тепло. Сейчас разогрею рассольничек. Налью 50 грамм. Условно 50. Накормлю собак. И все. Аудиокнигу включу. И буду балдеть. Веселый, он чувствует, в нем играет что-то, кипит. Точно поселился бесенок какой-нибудь, который так и поддразнивает его то влезть на крышу, то сесть на совраску, да поскакать в луга, где сено косят. Погода сегодня нелетная. В лес сейчас зайдешь, весь мокрый будешь. Сразу же. Даже собаки не хотят никуда выходить. Пульку-то я привязал, чтобы она не убежала и за собой кобеля не утащила. Но они что-то не сильно и торопятся куда-то выходить. Да, Поля? Под навесиком хорошо, сухо. Вот навес такой соорудил. Удлинил его просто. Он покороче был. Он сделал для 3 собак. Там сено у них. Кора внизу. Сухо. Для 3 собак хватит. Тут 4 вместится. Все. Остальное в избушку.
Лед на лужах -4 в машине показывает. Собаки ждут. Меня ждут. Включил подогрев. Реактивный самолет загудел. Перед дальней дорогой сухарей им дал. Вообще я их перед дорогой не кормлю. Но сегодня пускай сухари пожуют. А то они уже пробежали километров 12. И еще сколько посмотрю на их состояние, сколько пробегут. Ну это будет бежать и бежать. А вот сынок, он устает быстрее. Такая физическая у них нагрузка. Втягивание в охоту. Собаки бегут впереди по дороге. То там, то сям белку облают. Ну это пулька облапит. Молодой-то пока еще не поймет ничего. Вот пока ехал тут, 2 белок уже подстрелил на приманку соболю. В следующий раз поеду, буду уже наживлять капканы. Уже готовая приманка будет. 2 белки, 10 капканов наживленных. Это они пробежали уже километров 15, наверное. Так вот впереди бегут, я потихоньку еду сзади. И им полезно. Зарядка. И мне неплохо. Что-нибудь так вот по пути облают.